这小子是谁？竟然能闯进决赛？听说叫耀。 Когда Сяо Янь отправится в этот легендарный клан Яо, родной клан его учителя Яо Лао. Медицинская церемония клана Яо вот-вот должна была начаться. Яо Чинь получил приглашение, и Сяо Янь пообещал, что вместе с учителем отправится туда и отстоит его честь. При последней встрече с Яо Вангунем тот вел себя крайне оскорбительно и надменно. Сяо Янь твердо решил проучить этого старика, что изгнал Яо Лао из клана. И это произойдет тогда, когда Сяо Янь с учителем прибудут в клан Яо. На тот момент Сяо Янь был святым 5 звезд, это даже сильнее самого Яо Вангуя. В плане хронологии событий, путешествие в клан Яо произойдет после поглощения пламени очищающего лотоса и после спасения Цайлинь от главы Небесных Фениксов. Яо Лао всем сердцем желал вписать имена родителей в мемориальный постамент клана, который обозначал заслуги его членов. Только представители с высокими достижениями могли оставить на нем свои имена. Все члены клана Яо относились к данному желанию как к цели в жизни. Яо Лао ничем не отличался. Сяо Янь пообещал: «Учитель, в отношении мемориального постамента делайте, что посчитаете нужным. Остальное предоставьте мне». Слухи ходят, что у клана Яо самые лучшие навыки алхимии на континенте. Сяо Янь лично хотел испытать их. Клан Яо находился на горном хребте Шэньлун, располагающийся ближе к границе южного региона Центральных равнин. А медицинская церемония считалась самым важным событием в клане Яо, чем-то напоминая сбор пилюль. Церемония могла считаться соревнованием среди самых выдающихся алхимиков всего континента. Прибыв к месту, Сяо Янь ощутил плотную природную энергию. Данный горный хребет веками взращивали предки клана Яо, чтобы обеспечить его плодородие. Как и все древние кланы, клан Яо располагался в собственном пространстве или царстве медицины. Подойдя к пространственным вратам, стражники сразу устремили свои взгляды на пришедших. «Здесь важная территория клана Яо. Тебе не позволено здесь блуждать. Кто ты?» Они определили, что Сяо Янь не принадлежал к числу соседствующих фракций. Альянс Небесного Дворца моего учителя Яо Чиня пригласили на медицинскую церемонию. Сяо Янь сделал шаг вперед, высвободил свою чудовищную ауру, вынуждая стражников попятиться. «Так это на самом деле Яо Чинь из Альянса Небесного Дворца. Это означает, что этого парня зовут Сяо Янь, что победил Залдуш. Не думал, что даже он придет». Имя Сяо Яня уже было достаточно известным даже среди кланов алхимиков. Он просто показал нефритовую табличку. «Господа, прошу». На этот раз стражники вели себя намного более уважительно. На арке тут же вспыхнули сильные пространственные колебания. Сяо Янь и Яо Лао вошли внутрь, оказавшись в царстве Яо. На спине птицы они добрались до главной площади. «Мне было любопытно, кто же тут у нас не знает правил, так это вы двое. Яо Чинь, я и правда удивлен, что тот, кого когда-то выгнали из клана, все еще может вернуться». Это был Яо Вангуй. Сяо Янь повернулся и бросил взгляд на знакомого старика. Тот вместе с группой людей с презрением смотрел на Яо Лао. Посторонние от клана Яо качали головами и не разделяли взглядов Яо Вангуя. Древние кланы запечатали себя и с презрением смотрели на все, что творится в центральных равнинах. Однако жители центральных равнин четко осознавали положение Яо Чиня. Глава Альянса Небесного Дворца – это сила, что превзошла Залдуш. Альянс уже был признан в качестве нынешнего повелителя центральных равнин. Хотя клан Яо и могущественен, но знающие люди прекрасно понимали, что даже клан Яо больше не обладал квалификацией, чтобы смотреть свысока на Альянс Небесного Дворца. Что же касается ученика Яо Чиня, Сяо Янь – чемпион сбора пилюль. Он сделал себе имя на центральных равнинах. Выстраивая свою репутацию, он продолжал полагаться на свои силы и в итоге объединил башню эликсиров, цветочную фракцию и долину горящего пламени, основав этот альянс. Все остальные не открывали свои рты, чтобы поддержать Яо Вангуя, лишь потому, что находились в клане Яо. Этот старик Яо Вангуй явно хочет пострадать. «Изгнанник не обладает правом вписать свое имя на монументе клана. Яо Чинь, прекращай мечтать!» Высокомерно высказался Яо Вангуй.
Его прихвостни добавили: «Старейшина Вангуй, почему бы вам не направиться к совету старейшин и не попросить выгнать этих двух мразот?» «Вы наговорились?» — спокойным тоном задал свой вопрос Сяо Янь. Он продолжал с улыбкой смотреть на членов клана Яо, из ртов которых выходила грязь. «Тебе стоит быть мудрее в подобной ситуации», — сказал худой человек рядом с Яо Вангуем. Однако прежде чем он сумел закончить предложение, он вдруг ощутил, как сверху над ним вспыхнула волна большой силы. Он резко упал, головой стукнувшись о землю, его вырвало кровью. На голову того парня уже опустилась нога. Какая скорость! Сердца многих экспертов задрожали. Они даже не смогли увидеть атаку Сяо Яня. Этот парень под его ногой даже не успел сказать, что хотел, но его уже заставили лизать землю. «Сяо Янь, ты и вправду смел? Здесь клан Яо!» Яо Вангуй закричал угрожающим тоном. Его угроза еще не завершилась, как другой его сторонник, что оскорблял Яо Чиня, уже отправился в воздух. От него только осталась кровь да несколько зубов. Только когда он упал на землю, на его лице все увидели кровавый отпечаток ладони. Толпа вокруг Яо Вангуя наконец испытала шок, когда двое их соратников столкнулись с подобной судьбой. Начались последовательные шлепки ладонью. За исключением Яо Вангуя, все его сторонники отправились в полет, некоторая область вокруг старика покрылась обломками зубов. Те люди, что ранее оскорбляли Яо Лао, либо держались за лица, либо катались по земле. «Сяо Янь!» Яо Вангуй помрачнел. «Думаешь, ты обладаешь квалификацией бросить вызов клану Яо только потому, что за твоей спиной стоит Альянс Небесного Дворца? Ты еще даже не родился, когда я уже доминировал на континенте!» Он немедленно приказал страже схватить Сяо Яня. Но это, если честно, даже смешно. Какая нужна стража, чтобы справиться со святым 5 звезд? Сяо Яня окружил с десяток стражников в черной броне. Прежде чем они успели что-то сделать, невероятно ужасающая волна пламени вырвалась из тела Сяо Яня. Стражники отправились в полет, пострадав от удара. Их черная броня превратилась в пепел. Какая могущественная аура! Яо Вангуй тут же прищурился, заметив ужасную волну пламени. Он испытал недоумение. Когда он в прошлый раз встретил Сяо Яня, тот обладал лишь силой святого 2 звезд. Как он мог так быстро развиться за несколько коротких лет? Хотя Яо Вангуй и был шокирован, он считался высшим экспертом в клане Яо. Он вступил вперед. Его могучая аура святого 4 звезд вышла наружу. Некоторые эксперты попятились назад на несколько десятков метров. Даже главы или великие старейшины некоторых фракций стали серьезными. Сяо Янь посмотрел на старика, что высвободил свою силу до предела. Он медленным шагом направился в его сторону, а пока он шел вперед, его аура, куда более страшная, нежели у Яо Вангуя, вырвалась во все стороны. Выражения многих личностей в сей же миг изменились. «Тогда я тебе уже сказал, что твоя жизнь принадлежит мне». «Святой 5 звезд!» Страшная аура вызвала шок у окружающих экспертов. Со страхом и уважением они смотрели на молодого человека. Подобная сила могла считаться высшей даже среди древних кланов. Сяо Янь из Альянса Небесного Дворца заслуживает своей репутации. Выражение Яо Вангуя испортилось, когда он ощутил ауру Сяо Яня. Он не ожидал, что Сяо Янь не только сравнится с ним, но даже оставит позади. Святой 5 звезд. Яо Вангуй не был ему соперником. Эта аура окружила его, давя на него словно гора. Он не сомневался, что если они сразятся, Сяо Янь одолеет его за 10 ударов. Извержение ауры святого 5 звезд встревожило всех на огромной горе клана Яо. Над площадью свистели ветра, когда прибывали эксперты. Среди них были великие старейшины клана Яо. Они смотрели на площадь, но, увидев кровь, моментально изумлялись. «Старейшина Яо Вангуй, что случилось?» — задали они вопрос. «Старейшина, вы вовремя! Этот Сяо Янь чрезмерно высокомерен. Он посмел совершить жестокие атаки на членов нашего клана, на нашей же территории. Быстрее, схватите его!» Тут же ответил Яо Вангуй, обрадовавшись помощи. «Сяо Янь,
Отношения между кланом Сяо и кланом Яо считались в свое время хорошими. Ты выходишь за рамки своими поступками», — несколько мрачно произнес старейшина в желтой мантии. «Если вы уважаете других, они вернут вам уважение. Если вы их оскорбляете, пеняйте на себя», — слегка усмехнулся в ответ Сяо Янь. Его выражение не изменилось из-за большого количества старейшин клана Яо. Он просто смотрел на Яо Вангуя, но ледяная ухмылка на его лице лишь увеличивалась. «Яо Вангуй, некоторые слова не стоит произносить. Извинись перед моим учителем», — добавил Сяо Янь. Да, разворачивается интересная ситуация. Сяо Янь ввиду своей силы уже не боялся целого древнего клана. Он был готов отстоять репутацию учителя, да и свою тоже. Что же будет с этим коварным Яо Вангуем? Рассмотрим это в будущих видео. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!